Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Сразу вам напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики все универсальные, поэтому вяжите из пряжи, которая есть у вас, а я в свою очередь расскажу о ниточках, с которыми буду сегодня работать. Особенная информация интересна для новичков, кто с такими ниточками еще не работал. Смотрите, называются они Alize, Angora Gold, Simli. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 500 метров. По составу это ниточки 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Металлическая ниточка. Видите, как блестит, интересно переливается. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4, в зависимости от вашего узорчика, от вашей плотности вязания. Я данную пряжу вязала крючком номер 3, и сегодня я взяла вот такой крючок номер 3, буду вязать им. Вы точно так же смотрите инструкцию к своей пряже, к своим ниточкам, подбираете крючок согласно рекомендациям производителя, а также своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, например, 4 раппорта. Это будет 32 воздушные петельки. И одну петельку дополнительно, для того, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, сделаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку по цепочке по порядку нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, 2 петельки. И так далее. Шагаем в каждую петельку цепочки и провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. Количество столбиков по итогу у вас получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Угу. Ну и сами себя контролируйте. Смотрите, 3 петельки подъема, вот эти вот, да, это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6 столбиков уже провязали. И вот так вот в каждую петельку цепочки до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики все ровненько, аккуратненько. И я последний столбик до конца не провязала. У меня остались 2 петельки на крючке, потому что я хочу присоединить новую ниточку. Вы можете присоединять, можете не присоединять, на ваше усмотрение, да? Смотрите, если будете менять ниточку, вот 2 последние петельки последнего столбика провязываем новым цветом. Оп. Далее воздушная петелька, поворот. И получается в этот же столбик мы провязываем столбик без накида. Угу. Несложно. Дальше, смотрите, делаем накид. И теперь наша с вами задача пропустить 4 столбика. Пропускаем. Раз, два, 3, 4. В 5-й нырнули, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, столбик с накидом. Накид. Сюда же опять в этот же столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки, столбик с накидом 2. И сюда же 3 столбик с накидом. Вот такая картина получается. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите внимательно. Накид. И мы возвращаемся. Вот мы столбик провязали. Обратно возвращаемся. Один столбик пропускаем. И в следующий столбик вот так вот ныряем. Вытягиваем ниточку. И провязываем столбик с накидом. Раз. У нас как бы нахлест. Видите, столбики на столбике. Накид.
Сюда же опять возвращаемся. Столбик с накидом 2, накид. И сюда же возвращаемся. Столбик с накидом 3. И по итогу, видите, у нас получается 3 столбика в одну сторону, 3 столбика в другую сторону. Между ними вот такая вот арочка из 2 воздушных петелек. Дальше воздушная петелька. Раз. Накид. Теперь будьте внимательны. Пропускаем аж 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И аж только в 8 нырнули. И провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 2 воздушные петельки. Раз, два. И точно так же возвращаемся назад. Один столбик пропускаем и в следующий столбик. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем. Столбик с накидом. Раз. Накид. Сюда же столбик с накидом. 2. Накид. И третий столбик с накидом. Угу. Вот, опять у вас перекрещиваются 3 столбика, 3 столбика. Понятно? Не сложно? Я думаю, не сложно. Опять одна воздушная петелька, накид, опять пропускаете 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И аж 8 столбик провязывайте точно так же. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки и возвращаетесь через один столбик назад. Еще 3 столбика точно так же с накидом. Понятно? Все, давайте до конца образца, да, до конца ряда. А в конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Вот такая блестящая красота получается. Как мы заканчиваем ряд? После последних наших столбиков мы пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третью петельку подъема ныряем, провязываем столбик без накида. Но я здесь хочу опять поменять цвет, вернее вернуться к серому. Поэтому 2 последние вот петельки я буду провязывать опять серой ниточкой. Итак, столбик без накида. Далее по узорчику 2 воздушные петельки. Раз, два. Подтягиваем розовую ниточку, поворот. Теперь смотрите, делаем 7 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Итого получается 9 воздушных петелек. Теперь смотрите, делаем накид. И наша задача между веерочками опуститься вот в серый ряд. Получается, между веерочками здесь находится 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Так вот, центральный это получается третий. Все, считаем. Раз, два, три. Опускаемся к нему. Захватываем, получается, наш розовый ряд, да, и провязываем вместе столбик с накидом. Вот такая картина получается, видите? Опять делаем 7 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Точно так же перепрыгиваем вот наш веерочек. Опять опускаемся к серому ряду, считаем третий столбик. Раз, два, три. То есть центральный из 5. Нырнули, вытянули ниточку, провязываем столбик с накидом. Видите? Совсем не сложно. У нас получаются вот такие вот большие арочки, окошечки, как мы их назовем, да? Вот. И так вот вы шагаете до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте. А в конце ряда я вас встречу. Смотрите, как мы будем здесь заканчивать ряд. Так, вот наши арочки, вот наши окошечки. И мы, получается, делаем накид. Вот столбик без накида, видите, предыдущего ряда розовенький. Так вот мы опускаемся к серенькому и провязываем столбик с накидом. Все, наше окошечко закрыто, ряд наш закончился. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите внимательно. Воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Накид. Сюда же, в этот же столбик мы возвращаемся и провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Пока повторяйте. Потом поймете принцип. Дальше смотрите, что мы делаем. Одну воздушную петельку. Оп. Накид. Теперь смотрите. Мы с вами вот этот вот столбик пропускаем. И за столбиком, да, в следующее окошко, ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же
3. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И теперь наоборот возвращаемся к первому окошечку. Вот таким образом. Оп, перед столбиком. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2 столбик с накидом. И сюда же 3. То есть мы с вами провязали точно такой же интересный, забавный веерочек, да, как розовый был. Только он у нас сейчас будет в шахматном порядке серенький. Понятно? Все. И опять дальше воздушная петелька. И точно так же перепрыгивайте в следующее окошко. Вначале провязывайте 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. И возвращаетесь обратно в это же первое окошечко, да, вот. И провязываете 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Понятно? То есть точно такие же веерочки у вас получаются. Пока вот так вот, пока такая красота. Только в шахматном порядке. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот такая начинает вырисовываться красота. Так? И заканчиваем мы ряд точно так же половинкой веерочка, как мы и начали. То есть вот мы, получается, помните, делали 2 петельки подъема, так? И получается, во вторую петельку подъема мы провязываем 3 столбика с накидом. Далее воздушная петелька. И сюда же последний столбик с накидом, ну пусть назовем его кромочным, да? Но провязываю 2 петельки, а последние 2 петельки я не провязываю, и я переключаюсь на розовую ниточку. То есть вы можете переключаться совсем на другой цвет, либо возвращаться точно так же ко второму цвету, как и я. Сильно ниточку не тяну, иначе если я потяну вот так вот край, видите, вот называется зажуйкается. Вот, поэтому свободно ниточку розовую сильно не тяну, чтобы край у меня был ровненьким. И смотрите, воздушная петелька, поворот. И сюда же я провязываю столбик без накида. Угу. Далее смотрите. Так как у меня все смещается в шахматном порядке, точно такая же картина будет и здесь. Для начала я сделаю 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И теперь смотрите внимательно. Я должна вернуться вот к розовому рядочку. Получается, я серый пропускаю 1, серый пропускаю 2. И вот в эту арочку, видите, из 2 воздушных петелек я опустилась и провязала столбик с накидом. Угу. Далее 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перепрыгиваю свой серый веерочек и точно так же опускаюсь розовый к розовому. Оп, столбик с накидом. И провязываю тут же 2 вот таких вот серых рядочка. Вместе как бы, да, захватываю. Видите? Вот такая картина получается. Опять 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять нырнула до розового ряда. Столбик с накидом. Угу. И вот такие вот окошечки провязывайте до конца вашего образца. Не сложно? Не сложно. Давайте. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Так, смотрите, как мы заканчиваем ряд. У нас здесь получается половинка веерочка и половинка будет нашего окошечка. То есть я сделала 3 воздушные петельки и потом присоединяюсь вот к последнему столбику, да, 3 петельки подъема, присоединяюсь вот столбиком без накида. Все, ряд закончен. Воздушная петелька, поворот. Смотрите внимательно. Мы сейчас должны будем повторять вот этот вот розовый наш ряд с нашими, получается, столбиками, образующими веерочек. Итак, опять в следующее окошко ныряем за столбиком и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петельки и возвращаемся вот в наше полуокошечко, так, перед столбиком. Вот, вернулись и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. 1, опять сюда же вернулись. 2 и сюда же вернулись 3. Так, 3. Угу. Вот, и опять у нас получается формируется вот такой вот веерочек, как в самом-самом первом ряду. Воздушная петелька, и опять переключаемся на следующее окошко
И провязываем точно так же наш веерочек. То есть получается, розовые веерочки будут на розовом, над розовым, серые будут над серым. Не сложно? Не сложно. Смотрите, для тех, кто разбирается в схемках, я сюда приложу схемку. Так? То есть мы с вами уже вертикальный раппорт узорчика провязали, ничего сложного. И вы можете смотреть, сами себя контролировать. Те, кто не умеет вязать по схемке, обязательно посмотрите. Вы увидите, располагаются столбики с накидом, где воздушные петельки, как провязываются ряды, и поймете, что ничего сложного здесь нет. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается блестящая красота. Красота, смотрите, у нас двусторонняя. Выбираете любую сторону, такая у вас будет лицевой. Опять же, вы можете веерочки, чтобы у вас были, смотрели наверх, да? Так скажем, палочки вот так вот как бы вниз. Либо переворачивать, почему бы и нет. Пусть у вас как бы с палочек так спускаются вот такие вот, как бы, может быть, зонтики, веерочки, как назовете, да? То есть пробуйте, экспериментируйте по-разному, располагайте узорчик. Не забывайте, что вы можете его сделать и вертикально, и горизонтально, и как хотите. Угу. Пробуйте с разной пряжей, с разными ниточками. Вот с такими тонкими ниточками получается вот такой вот как бы дырчатый узорчик. Если вы возьмете плотную ниточку, вот таких вот дырочек не будет. Все будет настолько плотно, узорчик будет плотненький. Обязательно попробуйте, свяжите. Угу. Как вам? Так, в моем случае вот так вот вообще не тянется. Вот так вот, конечно, узорчик тянется. Пробуйте из своей пряжи, как будет тянуться, не тянуться. Летние ниточки пробуйте, это будут летние вещи, топики, маечки, да, возможно, юбочки, жилеточки и так далее. Демисезонные, зимние ниточки обязательно пробуйте, потому что один и тот же узорчик с разными ниточками смотрится по-разному. Еще хотела акцентировать ваше внимание. Смотрите, как закончить ряд. Получается, у нас же здесь, помните, большие окошечки были, да, из 7 воздушных петелек. Я их разделила ровно пополам. То есть у меня от столбика шли 3 воздушные петельки, и в арочку вот в эту я присоединила не серенькую, да, ниточку, как мы присоединяли, а розовенькую, столбик без накида. И опять 3 воздушные петельки, и здесь уже опускалась столбиком с накида. Опять 3 воздушные петельки, столбик без накида. Все. А обратно, получается, вернулась обычными столбиками с накидом. И тут еще хотела тоже уделить ваше внимание. Смотрите. Я провязывала, получается, каждую арочку, да, 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Там, где столбик, столбик. 3 воздушные петельки в арочку, 3 столбика с накидом. И вот здесь вот получается 3 пролета. Раз, два, три. Я провязала не в арочку, смотрите, а в петельку. Процесс, конечно, немножко медленный, аккуратный. И мне кажется, так работа выглядит более аккуратно. А вот так она выглядит менее аккуратно, да, быстро, но менее аккуратно. Но тоже красиво. Так вот, я к чему все это говорю? Если пряжа, зрение, крючок позволяют, попробуйте. Вот попробуйте, провяжите именно в петельку. Будет очень красиво и очень аккуратно. Если возможности такой нет, не ломайте глаза, вяжите, как вам удобно. Угу. Давайте замерим красоту сегодняшнюю. Итак, если, допустим, моя же пряжа, мой крючок, моя же плотность вязания, то у меня получается 15 сантиметров. А тут, смотрите, получается, вначале мы делали наборный ряд, серенький, да, потом был у нас розовенький, один ряд, а дальше у нас идут по 2 ряда. То есть раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Потом я сделала 13 и провязала 14. Так, 14 рядочков. 11 сантиметров с небольшим хвостиком. Вот такая у меня получается красота. Как вам? Блестящая-блестящая. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в свои плейлисты, чтобы посмотреть в удобное для вас время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.